Здравствуйте, друзья! Слушайте и смотрите канал Влог 360! Ухилян бежал в Европу, поднял пыль до облаков. Дамы и господа, честнолюд, всем салют. Рад вас приветствовать на канале Влог 360. Меня зовут Сергей, я не лысый таксист, и я вещаю, как вы видите, не с мобильного офиса, с дачи. Серия роликов с дачи, но не о даче. Добро пожаловать. Я являюсь автором канала не только этого, но этих обоих. Видите, два QR-кода, это мой музыкальный и влоговый канал. Добро пожаловать. На влоговом канале немножко дачи, путешествия, обзор отелей. Скандинавия, Швеция, Норвегия, рыбалка, дача, в общем, ну всего потихоньку. Даже есть как вино я делаю. Вот тут виноград хороший у нас. Музыка также, ну, кому как нравится, в общем, добро пожаловать. QR-код, который вы видите сейчас, это мой влог, не влоговый канал, это телеграм-канал, который был создан специально для этого YouTube-канала, чтобы могли поделиться своими мыслями, роликами, кроликами и просто с народом пообщаться. Если вы считаете себя адекватным человеком, добро пожаловать. Все ссылки вы также найдете в описании. Так, ну и что? Мой контент базируется на том, что я в различных соцсетях ищу ролики с высказываниями о ком-то, о чем-то, о какой-то нации даже, да, в плюс, да, о людях, позитив, негатив, о налогоплательщиках. Делаю нарезку, разбираю, вы комментируете. На данный момент, сейчас ролик будет длинный, я вам сразу заявляю. Поэтому наливайте что-нибудь вкусненького себе, накладывайте в тарелочку и слушайте. Я постараюсь как можно меньше втыкать свои 5 копеек, но будьте внимательны, просто внимательно слушайте. Кое-где я буду, да, вставлять ролики. Нашел я гостья временно проживающая здесь. В общем, решила она высказаться о русских немцах. Ну, правда, мне надоела эта тема уже, да, русские немцы. Они просто не могут, понимаете, у них в голову не может влезть это, то, что люди ехали на родину предков. Я это буду повторять всегда. И они немцы, они являются немцами. Когда они приехали сюда, они просто даже не ожидали, что тут столько русскоговорящих людей проживает. Они с хутора выбрались, где поезда ходили, еще которые Ленин строил. Нет, не голословно. Вот я включу вам ролик, посмотрите. Перед главным роликом посмотрите. 30 лет незалежной, а ВЛ-80 это Владимир Ленин, кто не знает, до сих пор катаются. Извинитесь, ну как бы по ГОСТу, по СССРовскому ГОСТу. Вот эти вагончики чуть-чуть моложе, ну лет на 10. Чуть-чуть. Нормально, молодые вагончики. Это они вырвались с самой технологической страны, как они утверждают. Ну а теперь давайте включим главную героиню нашего ролика. Я буду периодически вставлять свои ролики. Вы же слушайте. Вы думаете, почему в Германии нет жизни? И об этом все говорят. Почему нету кондиционеров, нету удобств, нету комфортной жизни? Да потому что немцы делали все для вот этих вот демонов с рогами, как они называли русских немцев, и называют по сей день, потому что они их и не принимали, и не приняли. Они делали все для того, чтобы им здесь не было комфортной жизни. Вот почему здесь ничего нет. Вы поняли? В Германии ничего нету. Это ее слова я только что сказал, да, цитировал. Они делали специально все это, чтобы аузидлерам, переселенцам здесь жилось очень плохо. Как ваше мнение? Вы думаете так же, как она? Если нет, ну напишите там. Дальше слушаем. Вот почему, когда ты приходишь в учреждение, да, не ты как покупатель, или как клиент, или как гость. Ключевое слово гость. Временный гость. Смотрите, как она подметила, да? Да, который платит. Не ты король всего этого, потому что ты деньги платишь, и 100% ты командуешь парадом. А здесь работники командуют парадом. Нет, вот, кстати, тут ты полностью не права. Да ты везде не права. Не все решают деньги. Я не буду сюда сейчас врезочку делать, да. Но вы вспомните фильм «Брат». Да? Как он сказал? Вот напишите про правду. Поняли, да, про цитату? Вы напишите, кстати. А вот я забыл, правда. Вот я помню, в голове крутится, да, но я не готовился, да, у меня, я ролики снимаю все шпонтан, да, и без всякого писанины, подготовки. В общем, делаю так, как я делаю эти ролики. А вы напишите, что он сказал про правду. В чем правда, сила
В деньгах или в правде? Потому что вот они приучали вот этих вот русских немцев, чтобы те были тише воды, ниже травы. Понимаете? Сейчас все поменяется. Конечно, все поменяется. И вы думаете, почему для украинцев вот так вот все? Это же все власть делает, да, всякие вот плюшки, упрощение жизни, да, не так, как поприезжали вот эти русские немцы. Потому что немцы, когда поприезжали вот эти вот демоны с рогами, они, во-первых, должны были знать язык. Языки, правильно, языки. Так приехали и многие знали. Ладно, это был, скажем, не Hochdeutsch, так как там говорили, да, сотнями лет, ну, с 1700, там, 200-300 лет, говорили как могли, да, множество приходили, новые слова приходили, конечно, там нельзя было что-то, просто придумывали кое-что сами. Но, по крайней мере, люди понимали, пускай не на 100%, но они понимали, и они как-то могли общаться. Тем более за 4 года, да, они уже работали все. Многие дома купили, понастроили, пускай в кредит, но они это сделали, и они разговаривали. А у вас же 5 дипломов в 25, а язык выучить никак. У них должно быть подтвержденная документация, то есть им очень сложно было сюда въехать, и жизнь здесь им малиной не казалась. Это со слов очевидца, женщина, которая пенсионерка, и она все рассказывала мне, как это все было. Правдиво, ей смысла не было врать, и она в действительности говорила, что русских, немцев здесь, говорит, и по сей день, говорит, ненавидят. И когда мы поприезжали, на нас смотрели как на демонов с рогами, там не любили, потому что они были немцами, а здесь их не любили, потому что они предателями были. Предателями были. Ага. Вот, записывая такие ролики, скажите мне, напишите, для чего она делает? Она хочет, скажем так, аузидлеров, переселенцев как-то вот не получится. Глазки, смотрите, как горят, но не получится. Она знает прекрасно то, что это все временно. Временно. Тафель тоже временный. Трюфеля тоже временный. Слушаем дальше. Ну, вот такая вот ситуация. Поэтому Германия им усложняла жизнь, чтобы им жизнь малиной не казалась. А тут же приехали мы, которые развитые, саморазвитые. Развитые, саморазвитые. А теперь давайте я вам включу развитых и саморазвитых. Ребята, я очень сильно люблю Германию. Это был развитый, саморазвитый гость. А именно тот, о каком она говорила, понимаете? Вот, это первый кадр будет. Я его показывал уже. Будет еще больше. Давайте послушаем. Мне только перемотать надо ее немножечко сейчас. Которые умеют работать, которые в действительности знают, как должны относиться сотрудник к клиенту и как должен относиться клиент к сотруднику, да? Умеют работать, да? Ну вот я покажу сейчас еще одного человека, который очень любит работать. Это будет с той же серии, который футболку с немецким флагом в мусорку закинул, протоптал. Давайте посмотрим. Deutsche Bahn кормит, ё-моё. Deutsche Bahn кормит, ё-моё, бомбанул. Он любит работать. Он ограбил Deutsche Bahn. Он украл туалетную бумагу, да? И это показывает он еще на камеру. Вот она о таких говорит. Вы делаете сами выводы. Вы мне все это напишите. Ладно, мы слушаем ее дальше. То есть знаем, что такое нормы этикета, моральные нормы. Нормы этикета, моральные нормы, да? Она выразилась. Ну давайте я опять же с того же контента выдерну. Того же, который топтал футболку. Германия — это самая конченная страна, в которой я только жил. Я ее не то что не люблю, я ее ненавижу. Германия — это та страна, которая у тебя заберет в 5 раз, сука, больше, чем дала, блядь. Припишет тебе разных счетов, штрафов, и ты вынужден за это платить. И даже если у тебя нету работы. Штрафов? Ну ты не нарушай, не будет штрафов.
Никого это не интересует. Меня правительство держит на пособии, и мне не дают документы, чтобы я шел работать. Я сижу за гробаных 500 евро в месяц, хату оплачиваю, страховка. Все, что я имею от Германии. Что он имеет? А что, на Украине платили 500 евро просто так? Напишите, пожалуйста, кто проживает на Украине, да? Я обращаюсь именно к украинцам. Не к хохлам, я к украинцам обращаюсь. Вам платят? Платят 500 евро просто так? М? Ну что, будем дамочку дальше слушать? Не надоело нам еще? Там будет много интересного. Давайте послушаем. Опять же, не все, давайте. Я говорю за себя и за очень много людей, которые есть, которых здесь достаточно, украинцев и саморазвитых, и которые и раньше здесь жили. Они другие. Не нужно говорить, что мы одинаковые. Нет, те, которые здесь... Я стопудово вот тут с тобой соглашусь. Они другие. И мы совсем не одинаковые. Да, с нами сравниться это именно Москва. Вот московские люди, вот это... Москвичи, вопрос вам на засыпку. Напишите мне, пожалуйста. Вы с ней согласны или нет? Ну, по интеллекту, по уровню жизни, по мозговитости, вот мы где-то, вот, ну, мы выше будем на ранг. Москвичи, они выше на ранг. Пишем, пишем. Но если уже так говорить чистую правду, вот мы с москвичами вот где-то плюс-минус приблизительно, но у нас интеллекта намного больше и намного развития, да, мы. Опять же, в семье не без урода. Есть у нас также разные, так же, как и в Москве, как бы, и так же само. Ну, а здесь вот эти, которые, как они себя называют, русскими немцами, демонами, ну, я их называю тараканы, потому что они в действительности тараканы, пользы никакой не приносят, только вот ходят, гадят и в жизнь приносят вот это, знаете, как таракан, кто знает тараканов? Вот прикинь, я не знаю таракана. Ты с тараканами, видать, выросла на хуторе, в Блестиканке. Ты их знаешь. А вот я не знаю, как он даже выглядит. Я в телевизоре видел такие большие американские тараканы. Я тараканов не видел. Ну, вот тебе вывод. Откуда ты тараканов знаешь? Это вот, да, фу, таракан. Вот, у меня к ним такое вот, фу, таракан, фу, знаете, даже с ними стоять рядом. И как-то вот эта вот необразованность, несаморазвитость их, они вот застряли на одном, и они же хотят на вот этом вот одном, чтобы оно и было. Несаморазвитость, необразованность, да. Ну, давайте. Я образованного теперь вам поставлю ролик. Он очень образованный. Он сейчас тоже, ну, оттуда уже земляк ее, но он расскажет, какой он образованный. Послушайте внимательно. Нет, это было в 14 веке при Иване III, когда в Питере появились большевики и знали всех до Москвы. И тогда появилась московская такая столица. В каком году? 14 век при Иване III. Посмотри. Так. Что было при Иване Третьем? Большевики знали тогда с Питера в Москву, и тогда Москва стала столицей. Большевики? Большевики, посмотри, по источникам. В 13 веке были большевики? В 14 веке были большевики? Ты серьезно сейчас? Серьезно, посмотри. Я промолчу, а вы напишите. Вы напишите обязательно. Вот эта образованность. Послушаем ее дальше. Давайте чуток послушаем, так как у меня еще 3 ролика на ее ответы заготовлены. Давайте послушаем немножко. Ну, короче говоря, вот такие вот дела. Поэтому они так, ну и плюс им еще их Раша платит деньги за то, что они пропагандируют украинцев, какие украинцы плохие. И берут же полностью все, знаете, человек где-то эмоционально высказался, они хопа, раз взяли это и выставили вот какое дерьмецо, да, этот человек. А на самом деле этот человек лучше вас в миллиарды раз. По поводу денег я также хочу сказать. Вот в прошлом видео я записывала ролик о том, что никогда в жизни ни за какие деньги я не покупная, потому что у меня самое ценное и самое дорогое – это моя душа. А моя душа, она бесценна, поэтому никакие миллиарды, триллиарды, никакие горы бриллиантов не заменят мне мою душу. И свою душу ни за какие деньги мира не продам. Ни за какие деньги мира не продам свою душу. Ни хрена я не понял. Мою душу и свою душу. Это что за образованность? Ладно, вот у меня, да, я не могу красиво, скажем так, выражаться на русском. Так как, ну,
я приехал, ну не ребенком, да, я подростком приехал. И больше я обучался здесь, в Германии, на немецком. Мне проще общаться даже на немецком. И я пытаюсь как-то вести контент на русском. Вот, пускай, да, это неправильно немножко я говорю, но, по крайней мере, мою душу, свою душу. Вот тут, ребятки, образованность. Вот вы напишите за свою мою душу. Моя душа – это мое сокровище, и это она бесценна. Своей душой я дорожу. Вот почему никогда в жизни, ни за какие деньги, где бы ни работала, и никогда деньги, взятки, никогда этого ничего не брала. Работала ли ты вообще? Абсолютно. Я всегда делала людям так. Почему у меня благодарности с работы, да? Потому что я всегда людям делала так. А у меня тоже есть благодарность, у меня даже грамоты есть. Немецкие грамоты. В Германии, кстати, тоже грамоты пишут, да? Выписывают. У меня есть несколько. Чтобы им было классно. Я всегда вот... Так, ладно, ребятки, это бля-бля, бля-бля, бля-бля. Она самая хорошая, она взятки не берет, вы сами слышали. Контент, не спрашивайте, где его найти, сами ищите, да? Я не буду делать рекламу. А теперь давайте послушаем. Вот как она о людях и людях рассказала. Я вам включу сейчас еще одну девушку, героиню нашего канала. Мы ее уже слышали. Давайте. Ребят, я уже не могу дождаться, пока я с этого гетто уеду. Я просто не могу дождаться. Я этих людей уже на улицах не могу, этих всех инвалидов кривых косых видеть, реально, этих всех геттовых брод. Озлобленный, злой, тупорылый. Я не могу их видеть. Меня они, сука, уже сидят вот здесь. Это была ее соплеменница. Да, с одной и той же страны. Вот так, она не может тут видеть. Она проживает в Германии, она не может видеть людей уже, да. Да, есть люди-инвалиды, бегиндерты, и что теперь? Можно так о них выражаться? А самое страшное для них, знаете что? Я еще ролик включу. Я говорю, будет длинный. Правда, яка вона є. Ребят, хуже наших немає в світі ніякого ворога. Чим хуже наших. Я коли в 19-му году работала на рабській роботі в Фінляндії, я думала, що там наших не буде. Как оказалось, там всі наші. Это ми работали половина наші, а половина суданці. І суданці мені кажуть, чому ви ж один народ. Вони називають себе як би брат і сестра, суданці. І всячески допомагають одним одному. Ми работали рабська робота, і якщо в суданця очень мало він виповнив роботи, то йому його побратими суданці допомагають. Ладно, ролик длинный, но вы послушали. Вы услышали то, что хотели услышать. Вот, ребятки, такой ролик получился, но это не все. Я вам включу еще один. И он мне больше всего понравился. Самый последний ролик. Спасибо, что досмотрели до этого момента. Ну, смотрите дальше, послушайте. Вот это самый шикарный закон. После вчерашних новостей украинские девочки, женщины, которые военнообязанные, слишком спокойны. Вообще нигде не проходит эта информация, что теперь ограничения по временной защите будут касаться и украинских женщин. Потому что четко, черным по белому прописана норма, что не мужчины призывного возраста, а персоны. Не мужчины, которые покинули Украину незаконным способом, пересекли украинскую границу, а персоны. Конечно, может быть, вы меня поправите и скажете, возможно, это имелись в виду какие-то небинарные персоны, те, которые себя ощущают кем-то другим. Ну, давайте немножечко приземлимся и посмотрим на ситуацию четко и здраво. Когда прописаны персоны, скорее всего, 99%, ладно, 98%, что это касается и женщин. Соответственно, гайки закручиваются. Касается и женщин. 98-99%, как она сказала. Я надеюсь, то, что вот эта дамочка, которая выступала в длинном видео там про тараканов, да, вот она попадет в эти 99%. Как вы думаете, попадет она? Напишите, хотели бы вы, чтобы она попала под эти 99%. Смотрите, она оскорбляет целую нацию, да. Немцы, да, мы немцы, пускай мы приехали с другой страны. Знаете, есть такая поговорка немецкая, «Кугеборн Швайншталь bleibt immer Kuh». То есть корова, рожденная в свинарнике, она останется все равно коровой. Вот. Kuh geboren Schweinstall bleibt immer Kuh. То есть корова, рожденная в свинарнике, она останется коровой. Так что разницы нету. Где родился немец, он будет немцем. Француз родился в Африке, он будет французом. Вот.
И то, что она тут мути нагнала столько, ну, я надеюсь, да, правильные люди услышат такие ролики. Я для этого снимаю, я их перевожу на 7 языков. Ваше мнение мне также очень интересно. Ребятки, напишите, пожалуйста, что вы думаете о таких высказываниях, ну и о таких вот личностях, которые топчат флаг немецкий, например, да, получив плюшки-мушки, свалив с Германии. Как вам такое? Бумагу туалетную воруют, да? И все, сами снимаются. А особенно мне понравился ролик «14 век. Советская власть». Как вам такое? Это умные, самые умные, как она выразилась, едут в Европу поднимать экономику Европы. Вот. Пишем, комментируем, оставляем свои мнения. Ребятки, спасибо, что смотрели ролик до конца. Не забываем подписаться на каналчик, активировать колокольчик, чтобы не пропустить следующий, то есть завтра, очень интересный выпуск. Всем добра, удачи!